я быстро. Будем менять. Никого нет дома. В карман. Надеюсь, не разобью. Отдаю своей собаке. Приезжаю на дачу в Курятник и сразу бегу смотреть, чтобы была вода. Главное, вода, еда. Ну и посмотреть, интересно, сколько снесли куры яиц, пока меня не было на даче. И все в своих видео я показываю, все как есть, все вы можете увидеть. Меняю в ведрах воду, несмотря на то, что днем тепло, а ночью мороз. Иду менять воду в ведрах. Вот такая толщина льда. Но я вам рассказывала, что я в такие дни, когда обещают мороз, оставляю ведра в курятнике. И практически почти все куры выпили. Вот, смотрите. Поэтому срочно несу воду. Покажу вам состояние гнезд. Конечно, сейчас я буду собирать яйца, вам тоже покажу. И посмотрите, сколько здесь мусора. Скапливается за несколько дней. Чистая вода. Самое больше времени у меня занимает помыть ведра и принести чистую воду в курятник. Потому что ведер 11 штук. Во все вольеры. И в теплице, индюкам, шелковым. А зимой это все я качаю ручным насосом. Летом с помощью шланга. Это быстрее, удобнее. А зимой это ручным насосом. Но вода для формирования яйца стоит на первом месте. А в помещении курятника вода есть. Но я воду не доливаю, а меняю. Меняю абсолютно на чистую. И к тому же нужно еще помыть ведро. Хочу собрать яйца. И вот смотрите, как намного проще, когда накрывать яйцеприемники, когда уезжают тканью. Я вам показала, как я ее убрала. И теперь можно спокойно делать всю работу. И сейчас я вам покажу, сколько мои куры снесли яиц. И заодно соберу. Так, открываю яйцесборники и показываю вам все яйца, которые снесли мои куры
пока меня не было на даче. Все, что я делаю в курятнике, все показываю в видео. У меня на канале вы можете посмотреть все как есть. И сборы яиц, и то, чем я кормлю, как я убираю в курятниках, все вам показываю. И начинаю собирать, потому что хочу собрать сначала яйца. В гнездах очень грязно, пока меня не было на даче, скапливается очень много помета и мусора в гнездах. И поэтому яйца, которые сейчас будут нести куры, они уже скатываться не будут, потому что они будут лежать на мусоре, который есть в гнездах. Поэтому соберу яйца, и уже сегодня яйца будут хорошо скатываться. Но, конечно, нужно убрать сначала в гнездах. А так как уборка в гнездах с наличием яиц в яйцесборниках очень неудобно это делать, я когда-то так делала, но теперь лучше собрать яйца, а потом уже убрать внутри каждого гнезда. Хотела открыть крышку, показать вам, сколько яиц, но вижу, что, наверное, не получится это сделать. Попробую. Не хочу курочку сгонять. Ну что, ладно, давайте начнем собирать, а потом уже покажу вам. Вот, смотрите, сколько яиц. Смотрите. Видно вам? Я быстро, чтобы не мешать курице. Вот так вот. Вот такое количество яиц скапливается в гнездах. И я приезжаю и забираю яйца. Но чтобы собирать столько яиц, ничего сложного в этом нет. Куры – это самая простая птица в содержании и уходе. И все, что я делаю для того, чтобы мои куры так неслись, я все это показываю. Кормлю я кур своих самой простой зерносмесью. Самой простой. Самое главное, секрет вот такой стабильной яйценоскости кур, это соблюдение нескольких очень важных условий. Во-первых, в курятнике не должно быть стрессовых ситуаций. Курица должна жить в спокойной атмосфере. Вы сами подумайте, меня здесь в курятнике нет несколько дней. Никто сюда не заходит к курочкам каждый день по 4 раза в день посмотреть в гнезде, сколько там яиц собралось. Никто не заходит сюда смотреть, что тут происходит. И поэтому курочка сама живет здесь, как в природе, без стресса. И то, что касается кормления, это тоже очень важный момент. Куры привыкают кушать одно и то же кормление. То есть, как я своих кур научила кушать эту самую простую зерносмесь с 2 месяцев. Я вам рассказывала, что до 2 месяцев я свою курочку кормлю только комбикормом. А с 2 месяцев начинаю приучать к этой зерносмеси. И так у меня куры кушают на протяжении всей своей жизни. И ничего я туда не добавляю, не меняю. То есть это тоже влияет на яйценоскость, особенно стабильную яйценоскость. Где-то услышали, что нужно что-то там добавить. Быстренько побежали, себе добавили. Все, это для курицы стресс. Она начинает привыкать к этим изменениям, которые вы быстренько где-то услышали и хотите добавить зерносмесь. А это все, организм курицы, это как часовой механизм.
Он работает себе, кушает то, что вы даете, и работает, продолжает работать на яйценоскость. Не нужно ничего там каждый день менять, каждый день стрессовать курицу. Сделайте себе определенную зерносмесь и кормите постоянно курицу только такой смесью. У меня эта смесь самая обыкновенная, самая простая. Никаких премиксов, никаких сложных добавок. Этого ничего нет. У меня всего лишь 3 компонента в зерносмеси и больше ничего. И все остальное, что я даю, овощи своим курочкам, я все это тоже вам показываю. То есть у меня курица привыкла. Ключевое слово привыкла к такому питанию. И никаких изменений ни с того ни с сего я не делаю. Тут еще 2 яйца. Не знаю, понятно ли я вам объяснила, но тот, кто смотрит мой канал давно, они могли бы и догадаться, что я имею в виду. Все, что я делаю в курятнике, я показываю. Мои куры просто привыкают кушать этот корм. И вы можете сочинить свой корм, но больше ничего резко менять там не нужно. Каждый день менять корм не надо с одного состава на другой, а кормить нужно стабильно одним и тем же. Это является одним из важных условий стабильной яйценоскости. Каждое изменение в составе вашей зерносмеси, где вы что-то когда-то у кого-то услышали и увидели, это все влияет на яйценоскость. Здесь открою. Ой. А тут, по-моему, кто-то уже что-то и съел. Да, смотрите. Тут яйцо уже пытались клюнуть. И вот так вот оно повредилось. Не знаю теперь, как бы его... Вот так. Во-первых, нужно спрятать от кур, потому что они сейчас его увидят и захотят скушать. Здесь яйцо было не одно, разбито и съедено. Ну вот, посмотрите, сколько здесь мусора. Вот тут вот где-то яйцо потеряно было одно точно. Но это все издержки производства, издержки содержания кур на расстоянии. И когда я начинала держать кур на расстоянии, я к этому себя готовила заранее. Я знала, что потери яиц вот такие вот небольшие будут. Ничего с этим не поделаешь. Но зато я могу жить в городе и держать кур на даче. И получать от них вот такие вкусные яйца, живя в городе. Попона работает, все отлично. Смотрите, курочка прекрасно себя чувствует. И даже сейчас несет яйцо. И постепенно у нее зарастает спинка. Она защищена и от петуха, который сдирает перья у курочки, и защищена от поедания перьев другими курочками. Так, это гнездо будем сейчас проверять тоже. Ну-ка смотрим. Вот тут вот всегда курица несется. И яйцо, естественно, забирает кошка. Так, не вижу. Яйца не вижу, но здесь нужно немного подстилку подвинуть. Нету, смотрите. Тоже странная работа этого гнезда. То есть яйца, то нету. А ну-ка посмотрите, может быть, задержалась там? Нет, тоже нету. Все, здесь посмотрели.
Продолжаем сбор яиц дальше. Дальше у нас верхнее гнездо. И тут у нас красивых 4 яйца. И одно из них какое-то... Нет, оно... Да, видите, еще и клюнули. Но одно яйцо, по-моему, какой-то другой курочки. Оно более темное. Какая-то курица прорвалась в это гнездо и снесла. Здесь тоже яйцо. Есть. Ну, это яйцо, смотрите, когда повреждается скорлупа и пленочка под скорлупой, то вот такое яйцо я в пищу не пускаю. Это яйцо отдаю своей собаке. И она с удовольствием его кушает. Ей тоже нужны витамины. В этом вольере в первом яйца собраны. И я хочу вот эту вот курицу, которая все время сидит в гнезде. Не могу ее назвать квочкой, потому что это будет неправильно. Она на яйцах не хочет сидеть. И ее нужно провести на улицу погулять. Давай, прыгай. Спрыгай сама. Давай, давай, иди кушать. Иди попей воды, погуляй, давай. Пошла кушать. Пусть она покушает, попьет воды. И я думаю, она вернется опять в гнездо. Ну, а после сбора яиц здесь все нужно убрать и навести порядок. Здесь еще будет яйцо. И еще, думаю, будет не одно яйцо за сегодня. Пока я здесь нахожусь, я их всех заберу. Мои любимые курочки. Это курочки-несушки, которые я взяла для того, чтобы у меня было белое, белоснежное яйцо. И сейчас соберем яйца, которые снесли эти курочки. Живут они у меня в 3-м вольере. Здесь еще бройлеры. Сразу заберу яйцо у бройлеров. И сегодня уже нужно здесь навести порядок. Сегодня буду убирать полностью подстилку и застилать у них чистую. Потому что здесь должно быть чисто и сухо. Одно яйцо вижу. А это яйцо пластмассовое. Видите? Так. Не вижу больше яиц. Такая себе яйценоскость этих бройлеров. Посмотрим. Посидят, может быть, до Пасхи, а там посмотрим. Честно говоря, смысла не вижу держать их. Они, во-первых, очень большие. Во-вторых, начнутся квочки. Мне нужно будет место в курятнике для квочки с цыплятами. Пока пусть сидят. Одно яйцо за 3 дня. Это не очень мне такое нравится. Вот тут вот сейчас, наверное, будет яйцо. Красивый хвост. Смотрите, как закучерявился. Красивый хвостик. Огромные куры. Вот такие вот бройлеры. Прекрасно себя чувствуют. Все у них хорошо. Кушают они немного. Кушают они зерносмесь. В содержании они беспроблемные, но смысла тоже держать их ради такого яйца я не вижу. Так,
И приступаем к сбору яиц кур, которые у меня живут в этом вольере. Что они тут нанесли? Давайте смотреть. И смотрю, знаете что? А ну-ка, сколько тут белых? Белых, по-моему, даже меньше. Белых у нас получается 4 яйца. Так. 4. Ломан Сэнди. Ломан Сэнди 3. Вот эти непонятно, или белые они, или кремовые. Наверное, белые все-таки. И яйцо фавероля. Курочки фавероль. Все, здесь все. Здесь все собрали. Здесь гнездо с дыркой и с яйцесборником. Поэтому сюда нужно заглядывать отдельно. Так. А ну-ка, смотрите, есть яйца? Нету. В это гнездо куры не неслись. Здесь нету. Так. Все. Поставлю ведро пока здесь. Ну и в третьем вольере вижу, уборка нужна. Срочная уборка. Мне такое не нравится. Соберу яйца и буду убирать в третьем вольере. Так, тут Ломан Сэнди сидит. Попробую забрать под ним. Ой-ой-ой, какие они пугливые. 4 яйца. Ломан Сэнди. 4. Ничего страшного, сейчас придешь и сядешь еще. 4 яйца. Так. И сразу ставлю на место, чтобы курица пришла и опять неслась. Но здесь приду наводить порядок. В этом вольере уже очень грязно. Так, а теперь идемте во второй вольер. Вот сюда, к этим курочкам. Сейчас пойдем тоже посмотрим, сколько снесли они яиц. Но сначала нужно закрыть. Дверь обязательно закрываю, потому что бройлерам надо тепло. Иду к вам, готовьтесь отчет делать по яйцам. Идемте сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь? Курочки снесли. Обратите внимание, все шторки закрыты. Хотя, когда я уезжаю, по одной я поднимаю вот так вот. По одной я оставляю открытым. Смотрите, все шторки закрыты. Ого! Класс! Какая красота! Вот это красота! Какие красивые яйца! И зеленых сколько! Красота!
здесь одну оставляю открытую. И смотрим следующее гнездо. Смотрите, класс. Коричневых, смотрю, столько много сегодня. Ого. Это вот такие курочки несут. Вот они. Вот они, мои красавицы. Dark Shell. Молодые курочки. И еще крупные такие становятся. Смотрите, какие уже крупные. Все резиновое остается. Яйца уже такие крупные, красивые. Все, в третьем гнезде что у нас? В третьем гнезде. Да, смотрите, сколько коричневых яиц. Разнеслись они. Хорошо разнеслись эти куры. Посмотрите, сколько уже. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. Это гнездо я тоже вот так вот прикрою. Одну оставляю. Так я всегда оставляю. А когда приезжаю, шторы закрыты. Никого нет дома. Ой-ой-ой, какая красота. Смотрю эти яйца в этих гнездах вместе с вами. Я только приехала. Еще не успела ничего смотреть. Здесь зеленых много. Полное ведро. И еще 3 яйца. И еще 3 яйца. Класс. Какая красота. И вот, когда куры несутся, они немножко солому раздвигают. И вот смотрите, вот сюда уже пошла, это пластиковая остается, и сюда пошла уже углубление. Поэтому всегда проверяю в яйцесборниках. Вот. И немножко вот эту солому вот сюда вот так вот подвигаю. И еще верхнее гнездо. А сюда несет... Ой, смотрите, какая красота. Сюда несет у нас чубатый доминант. Чехия. Который несет зеленые яйца. Вот так вот. 3 яйца здесь. И посмотрим яйцесборники. Яйцесборники яиц нету. Эту солому назад можно. Здесь яйца собрали. Полное ведро. Хотя бы не потерять по дороге. Сейчас немножко утрамбую их. Все, вроде бы нормально. Полное ведро. Красота. Смотрите, какая красота. Это на дневном свете. Вот. Куры, которые яиц не кушают, их они не интересуют, даже находясь в ведре. Потому что они всегда их видят в гнездах. Закрываю вольеры, чтобы там было тепло. Все. Закрываю.
И яйца собраны. Только еще осталось собрать в теплице шелковых кур. Туда я могу сходить просто с карманом и забрать яйца в карман. А эти яйца отношу в дом. Иду с ведром и хочу зайти еще в первый вольер. Слышала, курочка кричала. Наверное, она снесла яйцо. И заберу его. Посмотрим. Снесла она? Интересно. Мне самой интересно посмотреть. Гнезда еще не убрала. Так, поэтому яйцо может задержаться в гнезде. Нету. Яиц нету. А зачем кричала, обманывала? Зачем ты кричала? Все, отношу яйца. Размоченный в холодной воде хлеб. Вот такое количество делю на всех кур. Хлеб даю, когда есть. Хлеб ни с чем не смешиваю, просто вот так в чистом виде, размоченный в воде хлеб даю курочкам.
Если это в теплое время года, летом, то нужно давать столько, сколько куры съедят одноразово, чтобы это все не закисало и не превращалось в кисляк. И вот этот хлеб уже несу в теплицу шелковым курочкам и индюшкам. Немножко. Яйцо есть. В карман. Надеюсь, не разобью. Вот сколько собирается за 3 дня. Подстилку тоже надо менять. Не годится такая уже. Будем менять. А вот и яйца, которые куры несут под гнезда. Вот, видите? Это моя Маруся их кушает, выносит из курятника и кушает за пределами курятника. Потому что куры, естественно, у нее их отбирают. Это яйца, которые куры несут под гнезда. Это яйцо вот этой курочки. Это помесная с петухом Мараном. Она несет вот такие вот шоколадного цвета яйца. И яйцо шелковых кур одно яйцо какой-то курочки есть. И вот все это нужно поменять. Вот эту всю солому
И смотрите, вот яйцо было съедено, раздавлено, скорее всего, под весом тяжелой моей курочки помесной. Это яйцо забираю. И все это нужно навести здесь порядок. Принесу сейчас соломы чистой и все поменяю, все красиво перестелю. И в этих ящиках, где спят эти курочки, тоже солому нужно поменять. Пришла в третий вольер наводить порядок, менять подстилку у бройлеров. И смотрите, что я обнаружила. Видите? Главное напомнить, что скоро Пасха. И все. И сразу результат. Наверное, будет трехжелтковое. Огромное такое, длинное-длинное.
Обязательно вам покажу, сколько здесь было желтков. Или 2, или 3. Ну, 2 точно. Выходите, буду вам менять подстилку. А яйцо отнесу, потому что в кармане... Ты зачем дерешься? Отнесу, потому что в кармане его обязательно разобью. И буду менять у них полностью подстилку. И во всем третьем вольере. Все, у бройлеров красота. Чисто. Вот так вот хорошо у них. Кушать у них еще есть. Досыпать ничего не надо. Вот так вот им сделала. Красивенько. И пусть сидят. Закрываю. И продолжаю дальше уборку. Вот здесь все нужно убрать. Обязательно куры должны содержаться в чистоте. Куры — это не только вкусное полезное яйцо, но и вот такая вот еженедельная обязательная уборка. Вот такие вот моменты тоже обязательны для того, чтобы получать вот такое вкусное полезное яйцо. И в этом гнезде уже курочка Ломан Сэнди снесла яйцо. Забираю. И продолжаю убирать. Это солома с пометом, которую я еженедельно, почти что еженедельно выношу из курятника. Но это еще и хорошее удобрение, которое использую на огороде под посадки абсолютно всех культур, всех овощей, которые я выращиваю у себя на огороде. И все, что получается потом, я летом все вам показываю, какой урожай я собираю с огорода. И очень большую роль играет вот это в выращивании овощей, помет из курятника. Потому что больше никаких удобрений я не использую у себя на огороде. Только натуральное удобрение, только помет из курятника.
Обычно, когда я меняю подстилку в курятнике, то я сразу и меняю в гнездах солому. То есть эту солому, которая в гнезде, я ее вот так вот на пол. Это я делаю для того, чтобы яйца максимально сберечь чистыми. Потому что, когда плохая погода на улице, с лапами куры несут грязь в гнезда. Ну и, естественно, они же сюда и гадят. Поэтому вот эту солому я убираю, а чистую застилаю. И желательно сделать все так, как было. Вот много лишнего сюда положила. И делаю тут все в виде гнезда, чтобы это максимально напоминало гнездо. Вот так вот. Вот, немножко углубления здесь делаю. Вот. Все, прекрасное гнездо. И курочка сейчас его даже одобрит. В курятнике чисто, сухо и очень хорошо пахнет. Никакими осушителями я не пользуюсь. Пробовала, не понравилось. Лучше я за эти деньги куплю мешок пшеницы для кур. И контролируем кормовую ракушку. Добавляю. Скушали всю. Смотрите, ничего нету. Всю кормовую ракушку скушали. У меня в запасе есть. Для формирования яйца и для хорошего переваривания зерносмеси кормовая ракушка очень важна в рационе питания кур. Кушайте. А есть еще и кормушка на улице. Добавила им корм, подстелила сухую подстилку и подлила воду в бак. И весь уход за вот такой красивой птицей, которая несет голубое яйцо.
петушок Амираукана. Все у него хорошо, сидит отдельно. Никто его не обижает здесь. Подрастет и куда-нибудь его применим. Обязательно. Это носитель гена голубого яйца. Петушок Амираукана.